Всем привет! Вы на канале Бурмикс. Продолжаю совершенствовать свое пекарское искусство. Сегодня я хочу приготовить итальянский хлеб. Называется он чиабатта. Красивое слово. Переводится с итальянского как «старый башмак». Чем отличается этот хлеб от других? Тем, что у него большие дырки и он очень вкусный. Хотя любой хлеб очень вкусный, если он хорошо приготовлен. Так вот, готовим. Рецепт долгий. Не знаю, как у вас, а у нас сегодня пятница вечер. И сегодня я сделаю закваску. И только завтра мы продолжим готовить чиабатту. Но для вас пройдут считанные минуты. Поехали! Для начала мы приготовим закваску. Для этого потребуется 1,5 ложки вот таких дрожжей, активных сухих. Мы их заливаем теплой водой. Вода у нас 36 градусов, 35-36. Оставляем так минут на 5, чтобы дрожжи разошлись. Размешиваем. Добавляем пол чайной ложечки сахара. Теперь добавляем 2 стакана муки. Конечно же, мы ее просеиваем. Берем ложку и вымешиваем. Вот такая у нас получается закваска. Оставляем ее на 10 минут открытой, чтобы она у нас напиталась кислородом. Ну вот, прошло 10 минут. Накрываем или полотенцем, или пищевой пленкой. У меня вот такая крышка замечательная. И убираем в теплое место до утра. Для закваски нужно минимум 4 часа, максимум 24. Но у нас уйдет где-то часов, наверное, 12. Доброе утро. Вот такая у нас получилась опара или закваска. Теперь ее надо переложить в чашу для комбайна. Устанавливаем чашу в комбайн. Смазываем оливковым маслом наш крюк. Опускаем. Включаем на малой скорости. И потихоньку подливаем 500 мл теплой воды. Пока у нас тут замешивается, просеиваем 3,5 стакана муки. Теперь добавляем потихонечку сюда. У нас еще осталось полстакана муки. Мы его тоже просеиваем. И сюда уже добавляем 1,5 чайные ложки соли. И добавляем сюда комбайн. Когда вся мука вмешалась в тесто, включаем комбайн на полную мощность и вымешиваем еще 10 минут.
Прошло 10 минут. Выключаем наш комбайн. Берем опять нашу любимую чашу. Смазываем ее оливковым маслом. И извлекаем сюда наше тесто. Тесто очень липкое. Но, как говорится в рецепте, так и должно быть. Накрываем крышкой и убираем в тепло на 45 минут. Прошло 45 минут. Ох, какое у нас как поднялось хорошо. Теперь делаем складывание. Вот так вот, от краев к центру. Чтобы тесто не липло к рукам, смачивайте водой или маслом. Тесто очень нежное, так что аккуратненько с ним. Вот так, со всех краев подобрали. Теперь аккуратненько руки под низ и складываем наше тесто. Раз. Два. Три. И 4. 4 раза сложили. Накрываем опять крышкой. И опять убираем на 40 минут. Опять достаем наше тесто. Ведь оно пузырится, красивое какое. Все больше и больше поднимается. Опять смачиваем руки в воде. И опять повторяем процедуру складывания. Вновь закрываем и опять убираем на 40 минут. К сожалению, получились технические неполадочки немножко. Не записался дубль. Расскажу, что делал. Стол щедро посыпаем мукой и выкладываем наше тесто, руками не помогая, на эту муку. Потом аккуратно вниз подкладываем руки и аккуратно растягиваем, чтобы у нас получилось равномерно. Растягиваем примерно в квадрат. Сверху припыляем тоже мукой. Берем нож или какой-нибудь скребок, если есть. И продавливаем тесто на 4 части. У меня получается 4 чиабатты. Теперь мы делаем диван. Про диван я вам уже рассказывал в прошлой программе, когда делал багеты. Щедро присыпаем полотенце. Берем одну чиабатту, выкладываем аккуратненько, нежненько. Выкладываем. Получается у меня на одно полотенце получится 2 чиабатты. Накрываем полотенцем и оставляем еще на 40 минут. Итак, выходим на финишную прямую. Берем пергаментную бумагу и аккуратно, потому что тесто очень нежное, переворачиваем вот так на обратную сторону. Немножко формируем, чуть-чуть буквально. То же самое делаем со второй. Тем временем разогреваем духовку до 250 градусов. Духовка разогревается вместе с противнем. И потом на горячий противень будем перетаскивать все наши чиабатты.
На противне у нас получится 2 чибаты. Разогрелась у нас духовка до 250 градусов. Теперь мы достаем горячий противень. Горячий. И прямо на горячий противень аккуратно перетаскиваем наши чибаты. Одну и вторую. И убираем в духовку. Заодно мы приготовили лед. Бросаем вниз. Лед нам нужен для того, чтобы была у нас баня. Некоторые ставят емкость с водой, но потом эту емкость с водой, если она не выкипела, ее надо убирать через 10 минут. Я бросаю лед, он как раз к этому времени испарится. И у нас будут допекаться чибаты без бани. Теперь поставили мы в духовку и убираем температуру до 220 градусов. И выпекаем примерно 25 минут. Все, ждем 25 минут и смотрим, что получится. И вот они, наши чибатики. Вот такие у нас получились чибаты. Отправляем 2 оставшиеся. Вот так. В духовку. Ну что ж, ответственный момент. Попробуем разрезать и посмотреть, что у нас внутри. Ребята, получилось! Вот это дырище, Миха! Все, сбылась мечта кулинара. Пекаря, вернее. Вот не зря потрачено время, не зря. Вы слышите, какая корочка хрустящая, а корочка тоненькая. Смотрите, какие получились дырки. Ю-ю-ю. Замечательный хлеб получился. Ну что ж, пришло время дегустации. Запах обалденный. Дырочки офигенные. Ну, хлеб классный получился. С дырочками, как я и хотел. Очень нежный, воздушный. Вы знаете, когда начинаешь печь хлеб, по квартире такой запах. Вот что французские багеты я делал, что сейчас чиабату. Мне сразу вспоминается Санкт-Петербург. Мы там снимали квартиру рядом с пекарней Штолле. Замечательные пироги. И утром, когда выходишь, такой запах. И вот сейчас он такой же в квартире. Это обалдеть. Ребята, готовьте. Не жалейте потраченного времени, потому что это очень вкусно. Ну, прощаюсь с вами. До следующих встреч. Приготовим еще что-нибудь вкусненькое. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался, и оставляйте комментарии. И вместе сделаем канал вкусным, интересным и, конечно же, полезным.